В этом видео ты узнаешь, был ли это теракт на Дональда Трампа или же все-таки инсценировка. То есть можно назвать это ключом в Белый дом. 13 июля Дональд Трамп проводил свою предвыборную кампанию. И как вдруг из толпы можно было услышать выстрелы. Мы видим, что Дональд Трамп падает, и понимаем, что это случился теракт. Но если так разобраться, то это не что иное, как его просто входной билет в Белый дом. Можно просто-напросто паковать вещи и уже переезжать. Потому что уже из каждого утюга речь идет только о Дональде Трампе. И да, ко всему еще он получил дополнительное финансирование. Илон Маск сказал, что после этого он будет поддерживать Дональда Трампа. В неделю будет давать $42 миллиона на его предвыборную кампанию. Хотя Трамп и не бедный человек, но, как говорится, много денег не бывает. То есть все идет на его пользу. Так что давайте разбираться. Итак, первым делом, что мы должны понять? Конечно же, это очень хочется услышать, что да, это инсценировка, но я не конспиролог и не буду в это входить. Но все-таки покажу и объясню, что было действительно синсценировано с его стороны. Со своей стороны лично могу сказать, что однозначно это был теракт. Потому что это просто глупо сделать так, чтобы стреляли тебе в голову, и пуля должна пройти просто на миллиметры около самого важного жизненного органа, это мозга, сдвиг влево или вправо, и ты уже овощ или труп. Поэтому это был однозначно теракт. Но если мы посмотрим на видео, после того, когда прибежала охрана, когда его положили на землю, в этот момент до сих пор все микрофоны включены. И когда он поднимается, мы слышим: ботинки, ботинки, подождите. И после того, когда он уже встал на ноги, и в этот момент он делает то, что является самим Дональдом Трампом. Это то, что уже на 100% у него отработано в любой ситуации. Мы видим его двойной жест, где он показывает «я здесь». Он понимает, что внизу стоят репортеры, фотографируют. Возможно, он не видел флага, который развивался над его головой, но он понимает, что теперь вся страна, все люди, все, кто находится там, смотрят только на него. И поэтому это отработанный жест, который в любой ситуации он сразу же показывает. То есть своим языком тела он показывает: я здесь, я жив, я готов бороться. И несмотря на такую ситуацию, которую нельзя запланировать, или, точнее говоря, даже если ее планировать и отрабатывать, когда это в жизни случается, человек в любом случае находится в шоковой ситуации. И несмотря на весь шок, на весь стресс, на все то, что огромная команда охраны пытается его вывести, он говорит: стоп, стоп, стоп. И делает то, что он умеет делать лучше всего. Он отрабатывает на 100% то, что я здесь, и я биг босс. Меня просто так не возьмешь. И это уже то, что отработано. А то, что отработано, мы можем сказать, это его наработанный навык. То же самое мы должны делать и в бизнесе, и в продажах, и в переговорах. Мы должны отработать наши жесты. Мы должны знать, когда мы сказать: нет, сейчас я не готов идти дальше. Или нет, сейчас я не готов идти дальше. Это совершенно другие жесты, это совершенно другая ритмика и динамика. И поэтому твой оппонент может читать тебя и сказать: да, готов ли ты, допустим, идти дальше, или, ну, вы знаете, мы не можем ничего сделать. И показывать, что, в принципе, ты согласен. Или же наоборот, говоришь да, а крутишь головой и сам не веришь в свои слова. То есть моменты в любой продаже, в любых переговорах, когда наш язык тела выдает твое состояние, твое эмоциональное состояние, твое внутреннее состояние, как ты чувствуешь, веришь ли ты вообще в себя и в то, что ты говоришь. И я могу сказать одно: Дональд Трамп на 100% верит в себя, в то, что он говорит и то, что он делает. Неважно, как ты к нему относишься, речь тут не о политике, не о том, или был ли он хороший президент, или будет ли он хорошим президентом, или был ли он плохой президент, и будет плохим президентом. Это не тема этого видео. Тема видео того, что в любой ситуации у тебя должны быть твои личные наработки, как в вербальном
смысле, то есть в коммуникативном, что ты говоришь, так и в языке тела, твои жесты, чтобы они были точные, уверенные и тем самым в нужный момент это может спасти тебя, это может зафиксировать твою точку и показать, кто ты, даже в самой стрессовой ситуации, которую может себе человек представить, что угрожает его жизни, что действительно сумасшедшая опасность, он, несмотря ни на что, показывает, что я стою здесь, мы идем дальше. За счет только этого движения, за счет своего позиционирования, он просто-напросто сделал такой прыжок и сумасшедший отрыв по сравнению со всеми кандидатами. После этого даже в наше время, когда два человека, живущие под одной крышей, спящие под одним одеялом, могут видеть совершенно разные вещи. Почему? Потому что онлайн-маркетинг делает так, что каждый видит свой пузырь, информативный пузырь, и может совершенно не знать о том, что делает другой или чем интересуется другой. То есть, если раньше мы возьмем, допустим, Пугачеву, то каждый знал, кто это такая, потому что мы имели только один или два канала, это радио и телевизор, с которого вещались. Но сегодня у каждого из нас есть смартфоны, и каждый выбирает сам этот информативный пузырь, смотрит и знает какого-то известнейшего рэпера, а другой рядом лежащий в одной же кровати и под одним одеялом человек даже не знает о его существовании. Но Дональд Трамп смог сделать то, что теперь каждый человек, независимо от этого информативного пузыря, знает его, слышит и говорит про него. То есть наша задача уметь в нужный момент отработать, показать то, что мы идем до конца. Наша задача в переговорах, в любой коммуникации быть уверенным и показать это или не просто сказать, а помочь показать это телом, жестами. Да, сразу хочу обратить внимание, насколько быстро были китайцы. Они очень быстро из этого сделали бизнес и уже напечатали футболки с позой Дональда Трампа, который уверен, что разойдутся по всему миру. Ну, а с своей стороны хочу сказать, шансы у него действительно большие, но станет ли он действительно президентом или нет, это мы с вами все увидим. Поэтому в любом случае будем наблюдать за его предвыборной кампанией, что будет происходить дальше. Ну, а каждому из вас хочу посоветовать отрабатывать свои жесты и также свою коммуникацию, изучать техники для того, чтобы вести переговоры, изучать техники, как продать, как вести таким образом диалог. Неважно, причем, когда я говорю продать, это действительно с клиентом или же со своим работодателем, или же со своим сотрудником, для того, чтобы получать как можно больше выгодных условий. Если понравилось, ставь лайк, пиши свои комментарии и подписывайся на меня. Здесь все о продажах, переговорах и о бизнесе.